Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим о том, как можно зарабатывать на новостях, на таких новостях как листинги, лаунчпады и даже на обыкновенных записях в социальных сетях, если быть подписанным на крупные аккаунты тех людей, которые также интересуются криптовалютой. Далеко за примером не пойдем, возьмем аккаунт Илона Маска, 67,7 миллиона подписчиков, и любой его твит про криптовалюту просто взрывает эту монету и отправляет ее в космос. Так вот, например, 15 апреля 2021 года он выложил пост в своем твиттере. Казалось бы, простая обыкновенная картинка и текст «Доги лает на Луну». Но когда у тебя столько подписчиков и они знают, что ты тоже увлекаешься криптовалютой, многие воспринимают это как намек. И вот что происходит с графиком Dogecoin после того, как появляется этот твит. А он просто взлетает с 9 центов до 40. Потом все утихает, он немножко откатывается назад, торгуется по 26 центов, но почему-то начинает 28 числа снова расти и взлетает до 68 центов. Что же произошло в это время? А все очень просто. В социальной сети Twitter Илон Маск снова выложил пост о том, что он является отцом Dogecoin. И помимо всего этого еще и делает сноску на 8 число следующего месяца, на 8 мая. И таким образом Dogecoin с 9 центов поднялся аж почти до 70. Всего два твита от Илона Маска, и монета полетела на Луну. Илон Маск действительно творит чудеса с криптовалютой. Вот, например, сейчас Рождество, и он выложил собачку в костюме Деда Мороза и написал «Флоки Санта». Давайте просто посмотрим, что произошло со всеми монетами, у которых котировка Флоки. Я даже не говорю про одну какую-то конкретную, давайте просто тупо откроем все и посмотрим, что с ними произошло. Значит, сегодня 25 декабря, пост вот он выложил в течение суток. У токена Floki One сразу наблюдается повышенный спрос на покупку монеты, ну и собственно то, что график немножко устремился вверх. Какой конкретно токен Floki он имел в виду, не ясно. Но вот, например, другой уже токен Floki Inu также взлетел в цене и сделал это очень резко. Конечно, увеличение цены не было колоссальным, но тем не менее заметен резкий всплеск на графике. То же самое наблюдается на монете Floki Mask. Здесь мы видим резкий скачок вверх. Впрочем, ничего удивительного, что у Shiba Floki то же самое. Это четвертая монета по счету, которая также взлетела на фоне одного твита Илона Маска, только лишь потому, что у нее есть котировка Floki. В стороне не остался и токен Baby Moon Floki. Подписчики даже не стали разбираться, о каком именно токене говорил Илон Маск, и решили скупить все монеты, у которых есть котировка Floki. Вот таким вот образом, наблюдая только лишь за одним твиттером Илона Маска, можно делать иксы, причем порой очень сногсшибательные, но чтобы делать иксы, естественно, нужно все это мониторить и вовремя поспевать. Например, если я вижу этот пост уже спустя 16 часов, то покупать эти монеты смысла нету, потому что, скорее всего, они уже будут падать в цене, ну, либо просто не дадут таких иксов, которые можно получить в начале. Здесь, конечно, есть такой нюанс, что мы живем в разных часовых поясах, и когда мы спим, он может выложить что-то интересное. Таким образом, кто не спит или рано встает, тому Бог подает. Предлагаю рассмотреть еще один прекрасный пример, когда публичная личность упоминает какой-либо токен криптовалютный, и монета резко дорожает. Речь пойдет про Павла Дурова. В своем телеграм-канале 23 числа он выложил пост о том, что гордится проектом Toncoin. Давайте скопируем, переведем это сообщение. И тут ключевой момент, собственно, вот в этих строчках. Меня вдохновило то, что чемпионы конкурсов кодирования Telegram продолжили разработку открытого проекта Ton, который они переименовали в Toncoin. Далее Павел Дуров написал: «Я горжусь тем, что созданная нами технология жива и развивается. Когда дело доходит до масштабируемости и скорости, Ton по-прежнему опережает все остальные области блокчейнов. Было бы обидно видеть, что этот проект не приносит человечеству пользу». В отличие от оригинального Ton, Toncoin не зависит от Telegram, но желаю его команде таких же успехов. Что происходит после этого с монетой Toncoin? Эта запись была опубликована 23 числа. Смотрим на график и видим, что 23 числа монета начала свой путь вверх. С отметки $2.36 монета поднялась почти до $5. И, кстати, обратите внимание, у Павла Дурова всего 658 тысяч подписчиков, а у данного поста 1 миллион 300 тысяч просмотров. Это говорит о том, что запись подхватили другие сообщества и начали ее распространять. Таким образом, проект Toncoin получил шикарную рекламу с подачи Павла Дурова. Ну а все те, кто следят за новостями и имеют деньги и желают их умножать, быстренько прикупили данную монету и, собственно, сделали иксы. Надеюсь, что пример с твиттером Илона Маска и телеграм-каналом Павла Дурова были отличными примерами того, как можно зарабатывать, отслеживая социальные сети известных личностей. Ну а мы снова возвращаемся в Твиттер. Здесь можно не только отслеживать какие-либо аккаунты, но и благодаря поиску находить записи, которые могут также принести деньги. Советую здесь завести аккаунт. Раньше мне Твиттер тоже не нравился, но оказывается это очень мощный инструмент. Практически все проекты
монеты имеют обязательно Twitter, Telegram, и здесь очень хорошо распространяется информация. Кстати, если у вас уже есть аккаунт в Твиттере, то подписывайтесь на мой. Ну а мы переходим к поиску в Твиттере. Находится он сверху справа. Это если находиться на главной странице Твиттера. Давайте напишем, например, SON Listing Huobi. Можно написать на самом деле всякие разные другие биржи. Просто не все биржи делают часто листинг, и не все биржи имеют большое количество посетителей ежедневно. Ну, собственно, и обороты торгов. Давайте прокрутим немножко вниз. Например, что мы тут можем поискать интересного. Ну, вот опять же, например, Elon. Elon, Dogecoin, Mars. В общем, здесь 23 числа запись о том, что будет листинг этой монеты. И если отправиться на CoinGecko, и здесь предлагаю посмотреть на график, что происходит с монетой после того, как происходит листинг. Потому что большее количество людей начинает ей торговать, вливать в эту монету деньги, соответственно, она должна расти. Давайте посмотрим на график. Вот, 23 числа был листинг, ну и, собственно, наблюдается, естественно, рост. Максимальное количество цены составило много нулей, 182 в конце. Ну а до листинга в конце было 131. Таким образом, если считать прям вообще просто, то $131 превратился бы в 182. Ну а 1300 в 1800. И это все на фоне обычного твита в Твиттере. Понятное дело, что и на бирже был анонс, но в Твиттере легче отслеживать. Просто вот так берешь, Huobi стираешь и пишешь, например, другую биржу. Например, L-Bank какой-нибудь, не знаю. И все, можно сразу же смотреть, какие листинги были объявлены этой биржей. Вот, например, была запись 24 декабря, 21. В общем, в Твиттере также можно мониторить эти новости, потом изучать их более детально на самой бирже. Естественно, нужно иметь аккаунты на этих биржах. Если у вас нет аккаунта на L-Bank, то и нечего искать никакой информации, связанной с этой биржей. Просто ищите информацию с теми биржами, на которых вы зарегистрированы. Кстати, ссылки на биржи, которые я рекомендую, у меня в описании под роликом. Советую их изучить и не останавливаться на одной бирже. Одна биржа — это никогда неудобно. Это вы поймете даже по той информации, которая последует дальше в этом видео. Но если вы доверяете только бирже Binance, то здесь тоже бывает анонсы о листингах, и они здесь довольно-таки часто происходят. Также можно взять и посмотреть, что здесь вообще происходит. Вот так, видите, сколько тут монет просто добавляют без конца и края. И можно также посмотреть, что просто происходит с этими монетами. Ну вот, например, Binance добавит монету Flux. Эта запись была 10 декабря. Давайте посмотрим, что произошло с монетой Flux. Вбиваем Flux. Здесь выдает слишком много флюксов. Давайте посмотрим более развернуто эту запись. Вот здесь информация про этот токен. Можно зайти посмотреть более детально на Etherscan. Все понятно, вот видим этот логотип синий с белым. И в принципе эта монета на 172 месте. Смотрим. Сейчас эта монета стоит 2.44. Если обратиться к графику, давайте поставим график за 30 дней. Запись на Binance была о листинге 10 числа. И собственно вот 9 числа он еще торговался по $1.20, а 10 числа уже по $2.66. Давайте вот так вот выделим, посмотрим. Математика здесь очень элементарная. Купили по $1.23, а продали по 2.66. То есть сделали x2. Купили монет на 1000 на фоне этой новости, а продали ее тут же за 2. Единственное, что нужно успевать продавать монеты до того момента, когда они будут откатываться назад, потому что коррекция всегда неизбежна. Следующая возможность заработать на лаунчпадах. Да, конечно, больше можно заработать, если принимать в них участие, но там нужно вкладывать деньги. Если у вас их нету, то, собственно, об этом сейчас и пойдет речь. За пример возьмем биржу Bybit. В последнее время здесь зачастили лаунчпады, а после их завершения происходит листинг. И вот в этом моменте цена на монеты начинает сильно расти. В этот момент можно хорошо прокатиться на свечах, и даже если вы не участвовали в самом лаунчпаде, то заработать тупо на покупке в самом начале листинга. И там же, в принципе, избавившись от этой монеты, зафиксировав прибыль. Давайте посмотрим на примере Gena Pets. Этот токен стоил во время листинга 80 центов за одну монету, то есть вообще практически ничего не стоил, учитывая тот факт, что монету тут же запампили до 30-ки, а потом она и вовсе прогулялась до $35. Таким образом, если вы себе не можете позволить участвовать в лаунчпадах, то вы можете позволить себе прийти и закупить эту монету на старте. И тут же, в принципе, ее продав, когда монета подскакивает вверх. Конечно, хочу вас предупредить, что иногда получается все наоборот. Тут смотря какая монета, какой проект и что за мероприятие. И, конечно же, больше можно заработать, если быть участником этих лаунчпадов. Как правило, для этих лаунчпадов необходимо иметь нативный токен биржи. Но поскольку тема ролика далеко не об этом, я просто оставлю ссылки на биржи, которые проводят лаунчпады. Можете зарегистрироваться там, завести аккаунт,
Периодически я даже снимаю видео про данные лаунчпады, ну а больше информации, конечно же, можно всегда найти на самой бирже. Давайте посмотрим еще какой-нибудь пример с лаунчпадами на бирже Bybit. Например, вот с токеном Real. Изначально одна монета Real стоила пол токена BIT. Один токен BIT это примерно $2. Таким образом, одна монета Real стоила $1. Сейчас эта монета торгуется по цене $16. Листинг этой монеты состоялся 10 декабря, и просто взгляните на цену, что произошло с этим токеном. Давайте раскроем график пошире. Вот в самом начале графика мы видим, что сразу токен подскочил до $20. Потом также успешно прогулялся почти до 27, ну и по сей день торгуется с очень успешной ценой. Если открыть сайт CryptoRank, то здесь можно посмотреть все лаунчпады, которые провела биржа Bybit. И здесь можно посмотреть, какие иксы монеты имеет на сегодняшний день от момента старта. Вот, например, монета Real с $1 подскочила до 16 с лишним и таким образом сделала 16 иксов. Но это на сегодняшний день. Максимальное значение составляло 28 иксов. Например, токен Gene от проекта Gene Pets сделал 47 иксов. И на данный момент цена токена составляет 15 иксов от первоначальной. На самом деле это далеко не все методы и способы, как можно зарабатывать на информации и на новостях. У каждого, я думаю, найдутся свои способы. Кто-то, возможно, отслеживает информацию в закрытых телеграм-каналах, может быть даже в открытых. В любом случае, можете писать в комментариях под этим видео, где вы находите информацию, и делиться интересными социальными аккаунтами интересных людей. Давайте действительно каждый напишет в комментариях, где он ищет информацию. Если это Twitter, то просто пишите Twitter и название аккаунта и так далее. Кстати, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь выкладываются самые полезные, интересные и своевременные новости. На этом также можно зарабатывать. Например, вчера выложил пост о том, что Ledger подорожает с нового года. Такое вот письмо пришло мне от разработчика, не знаю, правда это или нет, но в общем мне оно пришло, и я поделился этим с подписчиками. Благодаря этой новости можно сэкономить 30 евро. Зачем переплачивать, если будете все равно покупать этот кошелек, поэтому его проще купить сейчас. Ссылка на него, кстати, также будет в описании под видео. Ну а это был вам просто пример полезных новостей, на которых можно либо сэкономить, либо заработать. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал и ставьте лайки этому видео. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.